Приветствую всех на канале Алекс Моторный. В прошлых выпусках мы узнали, как харьковчане оценивают жилищно-коммунальное хозяйство в Харькове, транспорт, дороги в городе, хотят ли харьковчане в НАТО и ЕС, а также на каком языке говорят харьковчане, в какую церковь входят, есть ли работа и какое материальное положение харьковчан. Если не видели, то ссылки на видео оставлю в описании к видео, которое сейчас смотрите, или в закрепленном комментарии. В Харькове установилась жаркая погода, а тем временем в городских водоемах запретили купаться. В Харьковском горсовете сообщили, что в городе действует запрет на купание на водных объектах. Как городские власти переживают за харьковчан? Что авиабомбы и ракеты прилетают по городу, нет ПВО, небо над Харьковом не закрыто и горожане не совсем защищены, это ничего. Зато в целях недопущения несчастных случаев на прибрежных участках Алексеевского лугопарка, Основянского водохранилища, Немышлянского карьера, Удянского и Журавлевского гидропарков установлены соответствующие информационные щиты с надписями «Купаться запрещено». Почему именно запрещено купаться и в целях недопущения каких именно несчастных случаев в горсовете не уточнили. То есть раньше можно было везде купаться и никого это не волновало, а в этом году резко стали заботиться о харьковчанах. Может, микробы какие, как вы думаете? Хотя, как вы видите, харьковчан эти запреты нисколько не смущают, и они продолжают плавать в водоемах Харькова. А между тем, мэр Харькова Игорь Терехов стал лучшим мэром среди всех городов Украины. Согласно 9-му всеукраинскому муниципальному опросу, проведенной группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института, 26% респондентов в Харькове деятельность горсовета полностью одобряют. 40% скорее одобряют, 12% скорее не одобряют и 9% совсем не одобряют. Вторую и третью строчки рейтинга занимают Чернигов и Хмельницкий по 57% положительных отзывов. Деятельность Днепропетровского горсовета во главе с Борисом Филатовым положительно оценили 44% местных респондентов. Львовского горсовета и мэра Андрея Садового 40%, а столичного горсовета во главе с Виталием Кличко 35%. Замыкает рейтинг Полтавский горсовет, у которого 21% опрошенных полностью или в целом одобряют его деятельность. Таким образом, Терехова, мэра Харькова, вполне одобряют 66% харьковчан, что в 4 раза больше, чем Филатова, и 9 раз, чем Садового и Кличко. Хотя при этом в 2023 году Харьковский горсовет оценивали выше. 73% положительных отзывов, из них 31% ответов полностью одобряю и 42% скорее одобряю. Ну а как сами харьковчане приспособились к войне? Харьковчане запаслись едой, водой и лекарствами. Почти 2/3 собрали тревожные чемоданы. Несмотря на регулярные обстрелы города, бомбоубежищами пользуется всего 6% горожан. А в случае обострения ситуации больше половины планируют оставаться в городе. Таковы результаты социологических исследований, которые проводились в апреле-мае 2024 года. Запасы еды, воды и лекарств. 79% харьковчан создали запасы воды, 20% нет. Подобная ситуация наблюдается во всех областных центрах Украины. От 64 до 92% жителей разных городов сообщили, что запаслись водой. Лекарствами запаслись немногим меньшая часть, 71%. Но в целом стоит отметить, что делать запасы во время войны стало трендом во всех областных центрах. Денежные сбережения есть только у 51% харьковчан. 46% горожан заявили, что таковых не имеют. По этому показателю Харьков находится во второй части рейтинга. Среди лидеров по накоплениям львовяне. Автономными источниками питания запаслись только 32% харьковчан.
68% нет. Несмотря на блэкауты и длительное отключение света, по этому показателю Харьков во второй половине списка. Тревожный чемоданчик приготовили 60% харьковчан. По этому показателю Харьков третий в стране, уступая только Чернигову и Сумам. Вероятно, такой высокий уровень готовности к кризисным ситуациям обусловлен близостью к зоне боевых действий. В целом можно отметить, что уровень тревожности высок во всех регионах. Даже в Ужгороде, который наиболее удален от линии фронта, тревожный чемодан приготовили 41% горожан. Харьковчане проявляют практицизм. Самыми действенными способами вернуть в город людей они считают повышение зарплат и восстановление разрушенной частной собственности. Эти варианты выбрали до 41% опрошенных. Программы помощи и выплаты по версии харьковчан стимулировали бы меньше. Опрос проводился в 21 областном центре Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Херсон был исключен из выборки из-за ситуации безопасности, которая делала невозможным личный опрос. Статистическая погрешность для каждого города не превышает плюс-минус 3,5%. Ну и для вас, друзья, прекрасные пейзажи харьковских закатов.